Еще раз здравствуйте. Тема сегодняшнего семинара – это методы внедрения и распространения учения Григория Гробового о спасении гармоничного развития. И в качестве метода будет определен уровень, когда регулируется состояние души. То есть называется метод управления состоянием души. И в связи с этим, когда мы говорим о состоянии души, то прежде всего мы имеем в виду, что свет, стоящий свет, то есть столб света, например, там справа от вас свечение уровня души. И по возможности сразу постарайтесь рассмотреть этот цвет, то есть выделить фрагмент оптики, который соответствует душе, в виде стоящего столба света. Пусть он даже будет локальный, то есть не высокий, не бесконечный, а именно локальный. Выделив такой сегмент, видно, что понятие состояния души в качестве элемента всеобщего спасения определено как состояние, то есть стоять вместе с чем-то, да, возле чего-то, например, возле физического тела человека, в районе, например, духа, а в тот же момент состояние определено как функциональная система. Это именно определение как функциональная система, то есть функция состояния. Состояние направлено на что-то. Таким образом, совмещая в элементе своего мышления как состояние, то есть находиться возле чего-то на физическом уровне, так и цель действия, мы получаем пространство мышления, которое определяет фактически объединенные вот эти две функции управления. И это пространство мышления, это есть физическое тело человека. То есть, когда вы, например, так рассуждаете, вы приходите к себе и уже в физическом теле начинаете определять процессы, в первую очередь процессы роста, процессы организации физического тела. И вот по моему учению о спасении гармоничного развития, распространение учения от, например, физического тела человека при таком подходе определено тем, что когда вы, например, читаете лекцию или выступаете где-то на широком уровне людей, то, зная, откуда идет организация вашего физического тела для всеобщего спасения, вы передаете знания даже через физическое тело. Тем самым, кстати, при этом сильно оздоравливаясь, потому что чем большее количество людей спасается от того, что вы просто, предположим, говорите, может быть, даже не обязательно по теме конкретно спасения, но при этом спасаете, тем большее количество вы получаете для себя. И вот этот элемент управления он фактически с тем связан, что вы работаете по любому направлению, то есть можете читать, вообще говоря, любые лекции, или, вообще говоря, при распространении моего учения говорить о любых вещах. Другой вопрос, что когда вы это делаете через организацию своего тела по системе всеобщего спасения, то вы одновременно передаете эту информацию. Так вот, организацией тела можно, вообще говоря, руководить фактически через состояние души. Почему именно состояние? Потому что это достаточно понятное состояние на уровне восприятия. А ведь мы работаем все через восприятие, и поэтому, когда я говорю состояние восприятия и, предположим, состояние души, то мы прежде всего видим тот элемент, что мы используем известные, то есть знакомые нам термины. И поэтому, распространяя фактически управление на уровень действия, мы видим, что знакомые термины при разных позициях – это есть состояние духа. Фактически это есть дух в прямом понимании. Дух как, например, истина развития души. И когда вы видите дух как оптическое свечение, то можно через бесконечную скорость распространения духа видеть, как Создатель распространяется конкретно в вас. То есть где находится действие Создателя, например, в вас. И когда вы хотите посмотреть на более раннее состояние, фактически уже события, да, то можно видеть, что, предположим, в момент, когда организовывается человек, есть, естественно, присутствие Создателя. Так вот, состояние души, оно таково, что имеются знания, во-первых, все до начала организации человека, все знания цивилизации, все знания мира, и поэтому душа фактически получается, что она есть до фактически момента зачатия. То есть я, вообще говоря, пришел к этому логическим в данном случае путем. Так вот, если мы рассмотрим оптику этого явления и посмотрим, как дает Создатель эти знания, то ясно, что Создатель, который дает знания именно о вечном развитии, прежде всего учит, как практически применять знания
относящиеся к действию души, к развитию духа, к развитию, например, физического тела, да, или развитию сознания. Так вот, практическая методология из того, что я сказал, она заключается в том, что выделяя оптические элементы в виде, например, конкретных, предположим, цветовых параметров или даже звуковых и так далее, мы можем распределить, ну, скажем так, функцию состояния или, вообще говоря, как бы положение состояния души, когда принцип именно состояния, то есть находиться возле чего-то, и принцип функциональный, то есть действовать для чего-то, эти принципы будут объединены в виде, например, цвета. Так вот, первый элемент управления, он достаточно прост в данной позиции, заключается в том, что, например, рассмотрев вертикальный уровень зеленого, но подвижного цвета, предположим, передо мной находится зеленый подвижный цвет. То есть именно подвижность, что делает цвет подвижным, да, как вообще придать подвижность цвету. Так вот, чтобы придать эту подвижность, нужно выйти на уровень духа. То есть дух, он динамичный. Ясно, что он движется. Если он движется бесконечно, то просто выделив небольшой фрагмент в этом движении, мы получаем движение даже локального сегмента, в данном случае цвет. Если мы хотим перевести дух, например, в другое состояние, то есть в другое положение фактически, мы можем сделать следующее действие. Задаться вопросом, каким образом получить из зеленого цвета, предположим, синий. Так вот, чтобы получить, ну, как бы конвертировать восприятие, ведь мы работаем на границе восприятия, то можно выйти в ту позицию, где зеленый цвет, предположим, переходит в синий, то есть динамическая функция состояния души, а можно просто найти синий цвет и переключиться, да, в другую область. Так вот, когда переключение и динамический переход – это одно и то же, вот это и есть работа души. Вот когда мы переходим к такому термину, как работа души, то мы можем сразу получать, например, синий цвет, вообще говоря, не применяя технологичности в плане вот разбиения функции восприятия, то есть не разбивая последовательно, что есть динамика, что есть действие, а вообще говоря, работая потому, что есть цель в работе. Ну, предположим, нужно спасти от ядерного взрыва какой-то ядерный реактор. Мы же можем работать так, что, во-первых, если есть время, детализировать, во-вторых, конечно, работать сразу. Почему я сказал, что во-вторых, работать сразу? Потому что лучше всего понимать структуру работы. То есть полностью следовать как бы от одной итерации до другой и получать конкретное управляемое действие. Так вот, когда мы работаем сразу, то рано или поздно элемент работы, эффективной работы, он должен использоваться в качестве опыта. То, что достигнуто. Так вот, то, что достигнуто, это есть то, что должно быть управляемо с точки зрения как распространения этого явления. Например, по моему учению о спасении гармоническом развитии вы можете мгновенно передавать знания, которые вы достигли на одном частном случае, ну, например, излечили, хотя бы восстановили одну клетку, да, организма, то можно передать это как общую информацию, например, что можно вообще восстанавливать таким конкретным там, методом управления. И вот как только вы эти знания распространили, то эти знания должны быть сразу всеобщими. Причем восстановление – это же процесс достаточно универсальный. Если можно восстановить одну клетку, то какие там проблемы можно узнать и весь организм, или там восстановить организм, который не функционален, да? Предположим, разрушение несовместимо с жизнью, тем не менее организм можно восстановить через одну клетку или через события, предположим, не дать произойти аварии. И вот выбор, который делает душа, выбор в плане управления, через что события нормировать, это есть присутствие действия Создателя. То есть именно когда вы работаете на уровне фактически с одновременной работой Создателя. То есть надо уметь работать одновременно с работой Создателя. А ведь Создатель, который создал практически всю реальность, он работает всегда, да, в реальном времени. И вот когда состояние души таково, что, соотносясь с работой Создателя, вы работаете практически одновременно, то вы получаете наиболее точную, наиболее динамичную структуру управления, которая достигает действия, в том числе, например, действия по всеобщему спасению. А теперь, если, например, абстрагироваться от конкретных там, частных задач
и постараться сделать управление сразу по залу, например, по задачам зала. Вот все, кто здесь находится, постарайтесь сделать управление по совокупным задачам зала, всего лишь навсего сделая, например, обратное действие. То есть через перевод синего цвета в зеленый всего лишь навсего делаете действие, как вы это можете. Но управление должно исходить из абстрактного понятия. Если вы можете переводить в своем восприятии синий цвет в зеленый, то почему, например, нельзя решить любые другие проблемы информации на самом деле? Ведь информация в вашем восприятии это, вообще говоря, тоже некий цвет, свет или, например, знание. Да? Так вот, перевод, казалось бы, одного элемента в другой, простейший перевод, он может быть очень полезен как система именно передачи знаний. Так вот, старайтесь сейчас делать последовательно вместе со мной следующие упражнения, которые сейчас я буду проводить, и лучше это делать в реальном времени. То есть, например, я говорю, вы по возможности делаете сразу. Следующий элемент – это перевод обратно из зеленого цвета в синий цвет, но при этом вы должны видеть практически всю информацию, что есть макроинформация. Вот что для вашей души есть вся информация. Вы делаете элементарное действие, но в момент этого действия вы должны видеть, что, например, есть информация всеобщего спасения. Где она в вашем восприятии? Ну, предположим, вот она находится где-то возле меня, но когда я говорю возле меня, я могу говорить возле физического тела, например, да, но могу говорить, что здесь в пространстве мышления. Пространство мышления может находиться, вообще говоря, в одной клетке человека. И поэтому, если я говорю в одной клетке, я знаю, откуда организовывается тогда физическое тело для всеобщего спасения. И тогда я вижу, что необходимо сделать, чтобы там, тело физическое было, например, здорово, да, у всех людей, чтобы оно имело функции вечного воспроизводства, вечного развития. То есть достаточно найти одну фиксированную, в данном случае, точку целевого действия, мы получаем действие соотносимое, то есть соотносимое, например, с вечностью души. Ведь если рассуждать просто логически, вечная душа, конечно, должна создавать вечное тело. Тогда возникает вопрос, человек, который рожден до, например, уровня, ну скажем так, знаний, что человек существует еще до рождения, да, то действие как бы начинается с момента рождения. Но если человек рожден с сознанием, что человек существует, например, до зачатия, то тогда получается, что мы имеем фактически управление такого типа, что все знания, которые есть до зачатия, мы передаем этому человеку. И это причем формируется коллективным сознанием. Так вот, чем больше людей могут эти знания хотя бы знать, в плане вот просто знания такого, как я сказал, то тем больше людей будет рождаться уже с положительным опытом, например, спасения, и при этом этот опыт, он уже будет реализован, ну, конкретно в действии человека в качестве развития его дальнейшей судьбы, в плане именно вечной жизни, в плане, например, всеобщего спасения. Так вот, подготавливая фактически, ну, как бы, почву, что ли, для будущего развития, и при этом можно же ведь рассмотреть и свой уровень развития, и вести эти знания себе самостоятельно, или, вообще говоря, любому другому человеку. Кстати, это как терапевтическая процедура выглядит часто очень эффективно. То есть просто-навсего ввести знания по определенному каналу, например, через перевод цветов, ввести знания, например, по уровню излечения от какой-то болезни системы коллективного сознания или наиболее эффективными системами, и вы можете излечивать болезнь просто потому, что вы ввели знания до рождения. А учитывая, что душа существует до рождения, вы фактически передали просто душе, и получилось излечение. Поэтому это не только, кстати, излечение, это может быть там, управление событиями. Поэтому, в принципе, ситуация заключается в том, так как я всегда говорю именно о системе управления, не суть важно, чем вы занимаетесь, или это событие, или это лечение, то мы должны в качестве, ну, как бы проникновенного состояния души выработать достаточно простую позицию, которая позволяет в реальных, ну, обычных как бы, бытовых событиях уметь в естественном состоянии делать управление. Ну, как бы вывести уровень управления из уровня, предположим, напряжения и заменить это, предположим, проникновенным, но естественным состоянием. Вот почему есть проникновенное состояние? То есть проникают любые системы управления. А для всеобщего спасения часто
должен и быть бесконечный доступ в плане там, либо на микроуровень, либо на макроуровень. То есть, чтобы спасти всех, часто требуется отсутствие ограничений доступа в информацию. Для этого получается, что первый принцип должен быть это принцип абсолютной созидательности в действии. Ну, что вы делаете, когда спасаете всех? Это входит в формулировку. Второй вопрос, что вы должны по возможности, когда ведете кого-то за собой, показывать технологичность наиболее просто. То есть, учитывая, что на самом деле информация достаточно прозрачна, любая операция, любое мероприятие, связанное с действием по всеобщему спасению, это всегда видно. И ваш положительный опыт все равно идет в общую, так скажем, копилку, да? Может быть, в кавычках, потому что она не конкретная, эта копилка, а вообще это может быть мгновенный опыт, приобретенный кем-то на любом расстоянии. И, предположим, для того, чтобы провести информацию на ту же ядерную станцию, передать оператору, часто же надо проходить какие-то информационные сферы. И при этом существует, кстати говоря, некое подобие защиты технологического цикла АЭС, да? Как передать информацию. Для этого проще накопить самому опыт в другом месте и засветить, и тут его просто увидеть, и все. Чтобы накопить опыт мгновенно, надо проникнуть, то есть сделать проникновенное действие. И вот проникновенное состояние души, это есть проникновение не только в локальную точку, но и проникновение сразу везде. То есть вот здесь функциональность заключается в том, что чем глубже вы проникаете в информацию, тем вы больше управляете общей массой информации. Принцип, простой очень пример, если у нас есть какой-то рычажок, или шестерня, которая двигает очень большой двигатель, то именно эта шестерня и определяет поведение большого какого-то механизма. Поэтому, имея доступ, проникая к этой шестерне, вы можете управлять внешней средой. И вот такой принцип соответствия, соотношения, ведь физический мир, он часто устроен совершенно аналогично тому, как устроена система обмена информацией управления. И ведь физический мир это тоже способ управления. Поэтому, когда мы говорим о состоянии души, это может быть также состояние тела, фактически тело души. Я введу такое определение. Например, выявляя тело души в виде своего физического тела, да, и видя, что ваша душа имеет такой же облик, как ваше физическое тело, вам проще всего тогда работать с состоянием, направленным на задачу всеобщего спасения. Так вот, когда вы видите себя, что душа ваша находится в вас, и ее состояние вашей души, это есть уже спасенный мир, то вы видите, прежде всего, нормальное, здоровое, но уже вечное тело. То есть внешний просмотр дает координату вечности. Координата вечности, если вы смотрите на свою кожу, это просто более засвеченное восприятие участка, иногда одна точка даже. Так вот, когда вы входите в эту точку, видите, что тело растет от вечности, от структуры вечности. Мы же сейчас разбираем, в том числе и вопрос, каким образом просто тело действует на управление. Если вы знаете механизмы распределения информации, да, оптической. А в оптике же все очень просто. Предположим, большой зал, да, или миллионы людей по телевидению. Если сзади горит где-то фонарь, он же виден. Естественно, видно, если вы засвечиваете фонарь на уровне мышления, условно, да, фонарь. Поэтому, когда вы активируете какую-то точку в своем теле для того, чтобы, например, сделать управление по всеобщему спасению, то все равно это видно, так или иначе. Люди, на самом деле, практически все, они очень точно распределяют систему сигналов, все абсолютно конкретно видят, так или иначе вы можете это передать. Поэтому первое упражнение именно по передаче, все-таки это снова первое упражнение, обратите внимание, оно заключается в том, что, например, засветив где-либо этот участок, например, в данном случае я могу сказать, что в районе, предположим, левого коленного сустава можно засветить перед коленом участок именно передачи структуры спасения, а затем я могу, вообще говоря, говорить, например, о том, каким образом душа соотносится с этим участком, но передача идет уже от всего физического тела информации. И когда вы учитесь именно передавать информацию с точки зрения соотношения с телом, и состояние души соотносится, например, со здоровым телом, вы
делая работу, все время восстанавливаете фактически тело. Ну, то есть вы нормируете работу там, своего организма, передаете эти знания одновременно другим, кстати говоря, потому что достаточно понятно, что есть каноническая система управления, что есть там здоровое тело. И поэтому, когда вы работаете через, предположим, действие тела, то вы видите, что состояние души соотносится с тем, что вообще телу нужно делать. То есть, например, что, ну, предположим, вам нужно пойти почистить зубы, ну и так далее, да? И когда вы начинаете анализировать вообще, почему такое действие сейчас произошло, то есть почему сейчас там вы встали, предположим, прочитали газету, да? Вот в чем причина любого действия человека, то тогда вы приходите к тому, что вы в этот момент видите Создателя. И вот это вот то, как вы видите Создателя, чем? Например, там, чем? Сердцем. Вот постарайтесь войти в сердце, вы увидите, что Создатель в вас есть, и вообще говоря, обязательно в момент, например, зачатия. Он, конечно, если до зачатия, тогда вы можете выйти на прямой телепатический контакт сейчас, да? То есть, если соотноситься с тем, что вы есть, например, до зачатия, то тогда получается, вы имеете ту абсолютную норму, которая вообще всегда возле вас. И вот состояние нормы, определенное сейчас мной, это и состояние, которое даже в состоянии покоя, ну, просто человек физического тела, предположим, в момент просмотра там, телевизора, некой нейтральной передачи или кинокомедии, вы имеете управляющее действие, которое передает сигнал через эту кинокомедию всем другим. Казалось бы, да, вы всего лишь навсего смотрите телесигнал, который, может быть, идет от кинокомедии там 45-летней давности. Но когда вы смотрите в таком состоянии, вы передаете сигнал через действие образов, которые вы воспринимаете. И вот это действие, оно уже есть действие макродоступа. И ведь я сказал, что если ради спасения нужно иметь доступ ко всем, для того, чтобы активировать как бы задачу спасения и ее обязательную реализацию, то тогда и статичный элемент, предположим, там телевизор, да, какой-то предмет в комнате, он должен также иметь возможность выхода на всеобщее управление. То есть вы фактически как бы подключаете любое динамическое действие к задаче всеобщего управления. И когда вы практикуете, при этом практикуете, то есть сейчас представляете, вот я смотрю, достаточно уже много идет образов, работаете прямо сейчас со своей обстановкой там в зале, то есть сразу работаете. Вот в чем сегодня состоит задача, по возможности работаете сразу. И, например, там что-то у вас стоит, там торшер, да, стул, стол, диван, предложим, старайтесь смотреть, каким образом ваше состояние, то есть столб, да, стояние фактически, то есть душа стоит вертикально, значит, ну, в виде, например, физического тела, которое находится в вас. Значит, и при этом, вот как бы, когда я сказал, которое находится в вас, да, я перевел мышление на уровень, что сначала душа, да, а тело уже внутри, вы олицетворены со своей душой. И когда вы видите неразрывность, например, связи тела и души, вы видите, как вообще организовывать тело вообще в принципе. То есть откуда идут связи, например, ну, там, свечение души с каким-то элементом мира. Вы можете посмотреть на любое событие мира тогда. Вот я вообще сейчас дал путь просмотреть любое событие мира, ну, в любой, вообще говоря, галактике, да, отдаленные события. Как только вы начинаете приближаться, например, первый элемент, я сказал, что да, можно просмотреть любые события. Посмотрите, хоть там движение какой частицы там за, да, миллиарды световых лет, посмотрите. Но когда я говорю, давайте приближаться к себе, я обозначаю это как бы новое действие ввожу. Давайте смотреть возле себя там или локально. Так вот, любое следующее действие для Создателя, оно, вообще говоря, новое и равнозначное, то есть равноправное. Поэтому, когда я говорю о новом действии, обязательно обратите внимание, что вот свет вечности, идущий, например, от, скажем, поверхности тела, это есть то, что организовывает изначально действие Создателя, ну, в вашем, как вы понимаете, вообще как различить действие Создателя, ну, на оптическом уровне, вот где есть действие Создателя. Значит, здесь вот этот свет, идущий от тела и распределенный как вечность, причем помещенный в логику восприятия как вечность, это есть действие, которое вами понимаемое в нужном аспекте для вас восприятия. Ну, например, там, человек, знающий математику, если ему нужно какой-то другой элемент науки познать, он, в общем-то, старается, может перевести через математическое восприятие, или там биолог через биологическое, в его предмете знания. Так вот,
имея аппарат знаний, который есть у вас, вы можете всегда перевести всю совокупную информацию, все элементы того, что дает Создатель для всеобщего спасения, через то, что у вас есть сейчас. То есть не обязательно там много лет что-то изучать конкретно или осваивать какие-то очень длительные технологии, вы должны понимать, что здесь есть, и вы это понимаете. То есть поэтому и действует тело поэтому и функционирует, потому что вы же абсолютно точно понимаете, что делать в каждый следующий момент. Вот когда вы входите в понятие точности, вы точно понимаете вообще, где находится душа. Вот понятие точности, понимания места расположения души, это также относится к методу управления состоянием. Потому что чем тогда управлять, да, если вы не определили место расположения. И вот место расположения может быть, как я уже сказал, там внутри тела, да, возле физического тела, но я говорю о месте расположения, которое не соотносится, например, с физическим телом, да, вообще вот где находится душа, ну как бы по сути, да, в принципе, да, понятно, тело, но душа бесконечна. Тогда возникает вопрос, где действие души распространено на взаимодействие с Создателем. Ну, наиболее простой логический элемент, который можно применить, это раз Создатель создал душу, значит, естественно, можно пойти по структуре развития от Создателя, и, следовательно, Создатель знает, да, где находится душа. Но тогда мы должны уметь точно понимать именно, что Создатель дает. А это, вообще говоря, специальная технология. Абсолютно точно. Для всеобщего спасения вы, я как сказал, уже всегда знаете. А вот чтобы понять и детализировать, это дополнительное знание. Так вот, знание, то, что вы берете в виде знания, да, это одна из фиксирующих позиций присутствия вашей души. Вы знаете душой, да, есть, например, душевное знание, есть такой термин. Значит, и я думаю, что если его расширить, то, вообще говоря, значит, душевное знание могут переходить в другие какие-то позиции, предположим, знать душой, работать душой и так далее. И вот знание, в вашем понимании, то есть, казалось бы, функциональный элемент, это просто понимание фактически структуры, тем не менее вы здесь видите, что знание это есть присутствие души, ну, некое место. Потому что, как я уже говорил, мы говорим уже не о физическом месте. И дальше вы посмотрите, что просто знание физического места на самом деле не устраивает. Не устраивает просто уже потому, что если мы спасаем там ядерную станцию или какой-то самолет, поезд или вообще там мир от взрыва там глобального, тогда нужно ли вообще, чтобы вы фиксировали возле себя там в виде физического тела состояние души? А как тогда распространить действие, да, на этот элемент или на бесконечность? То есть мы должны уметь одновременно видеть бесконечное состояние и присутствие, причем точное, и одновременно понимать, что если мы захотим, мы можем. Я, например, сейчас взял, и душа находится конкретно во мне, в физическом теле, в виде вот как бы физического тела. Могу сделать шире, тогда физическое тело, да, внутри души. И вот когда уже идет совмещение этого процесса, то видно, как душа организовывает тело через как бы внешнюю оптику. Идет вот это вот внешнее свечение, да, некое. Тогда, когда вы начинаете работать, предположим, через свечение, которое логически понятно, ну, логически ясно, что если засветить вокруг тела, то свечение будет видно, и ясно, что падающий свет может как-то действовать на тело. Так вот, понятие «как действовать», если это просто свет, это одно, так вот, понятие «как действовать» — это вторая точная координата присутствия души. Первая точная координата я о ней сказал, вторая — это «как действовать». И вот отсюда возникает, кстати, сразу же третья координата. Откуда действовать? Ну, например, как действовать? Тогда получается в понятие «как» входит ну, целый ряд механизмов, там, предположим, траектория, точка опоры и так далее. Так вот, откуда место? Внутри, например, физического тела. Так вот, как только вы входите откуда и сразу попадаете внутрь тела, вы видите, что тело, на самом деле, оно тоже обладает свойством бесконечного действия, физическое тело. То есть вы вообще, когда воспринимаете тело как бесконечную величину, то вы видите, что оно обладает свойством бесконечного действия. Логически это очень понятно. Любой элемент вообще мира обладает свойством влиять на любой другой. То есть это есть тоже свойство бесконечного действия. Но когда вы начинаете, например, задаваться вопросом, а каким образом там воспринимает собака, да, предположим, там кошка, там дерево, потому что какой-то элемент реальности, предположим, камень, там кремний.
как вообще воспринимают эти элементы, и вообще, если мы рассматриваем свое состояние души, там, свою систему, например, действия, то тогда возникает принцип, что в момент познания других элементов, то есть внешнего мира, мы должны также осуществлять систему всеобщего спасения. Также. И в связи с этим в качестве уже конкретного элемента нужно выделить следующие действия из формы. Во-первых, с формы физической, например, вы воспринимаете там камень, вообще любой элемент реальности. Здесь единственное надо выделить человека. Человек воспринимается в комплексе и сразу, вот так надо выделить. А любой другой элемент можем воспринять, там, например, сегментарно. Там, элемент камня, там, предположим, животное, там, дерево на улице. Да? Постарайтесь выделить сигнал, который сопоставим с восприятием человека. То есть комплексно и сразу. Да, вы войдете в суть каждого явления и увидите, кстати, это конкретно техника перехода в суть там, камня, откуда он организован. Найти точки организации, да, вы видите, что состояние и действие других элементов реальности соотносимо с вашим действием точно так же, как ваша душа соотносится с развитием духа. То есть фактически развитие духа приводит к тому, что вокруг существует такой элемент, как восприятие этих элементов и их развитие. Так вот, в качестве конкретного тренинга сейчас сделайте управление для задачи всеобщего спасения и для вашей личной задачи одновременно, причем, может быть, по уровню всеобщее спасение выше, а ваш личный уровень засветить ниже. Там. Сделайте такое управление в том, что вы находите фактически суть явления, то есть, вот как я рассказал, что можно выделить состояние, вот в той части, которую уже рассказал, как тот же элемент найти в других элементах реальности. То есть, как вообще выделить структуру, организующую там камень, организующую, там, предположим, животное, дерево, вообще любой элемент, там, молекулу. И вот в момент выделения этой структуры засвечивайте свои мысли так, чтобы было всеобщее спасение, просто через засветку. Засветка действия, да? Вы же не конкретно делаете там спасение, а за счет засветки, просто за счет того, что вы работаете над познанием внешней структуры мира. И плюс одновременно решаете свои личные задачи. Таким образом, это совмещенное решение задач, потому что вы просто познаете внешнюю реальность. И старайтесь это делать как можно интенсивнее, то есть не сбрасывать напряжение. Работать интенсивно. Если сложно, все равно стараться работать, и работать будем одновременно. При работе в зале постарайтесь посмотреть, что концентрация увеличивается сначала в середине зала, потом она начинает как бы расходиться между людьми, присутствующими, которые в зале. И постарайтесь сделать так, чтобы свечение, идущее от людей, которые в зале, было сразу понятно всем, кто воспринимает, предположим, там, видеозапись этой лекции, этого семинара. То есть семинар подразумевает, что вы работаете. Это не просто там, мономатериал там, лекционный, а вы интенсивно работаете одновременно со мной. И при этом вы значит, старайтесь сделать управление так, что получается, что человек, который смотрит без звука, да, изображение, он все равно получает управление спасением. И когда вы такое сделали, обратите внимание, что вот именно пришло состояние оформления физического тела. То есть ваше личное физическое тело, а вот Создатель же, он организовывает все тела, получается, логически даже. И реально так есть. То есть, если подняться выше, то можно выйти на уровень, ну, предположим, там, подняться воображением, там, например, над залом на уровне, там, предположим, 5 метров, и видно, что есть точка, где есть организация, ну, предположим, там, физического состояния, здоровья там, всего зала. Создателем причем. То есть, естественно, Создатель работает и так, да? Ведь действие Создателя, оно бесконечное в проявлении. И вот бесконечное проявление в плане взаимодействия Создателя, это есть также состояние души. То есть, как вы можете освоить, например, всю информацию, если информация бесконечна? Вы можете освоить, если вы можете работать на бесконечной скорости. То есть, фактически, что такое скорость вообще работы в работе с информацией? Ну, например, вы собираете виноград. Если, предположим, ну, там, собираете одной рукой, это, да, одна скорость, двумя и увеличиваете. Так вот, любая гроздь винограда, это есть
действия, то есть информация на физическом мире. Как я сказал, что физический мир в данном случае можно рассматривать как некую опорную систему для следующего элемента познания. И если вы собираете так, что не срезаете виноград, вот поставьте такую абстрактную задачу, казалось бы, да? Как создать элемент вечной внешней реальности. Ведь сейчас мы проработали с внешней реальностью свечение вечности от физического тела, который, кстати, организовывает ваше физическое тело также вечно. Мы уже этот элемент посмотрели. Теперь, как сделать так, чтобы собирать виноград, не срезая? Можно, например, во-первых, мысленно представлять, но мы говорим о том, что виноград должен питать. То есть, что-то подобие скатерти-самобранки, которую можно, например, есть, но она все время что-то воспроизводит. То есть, если поставить задачу так, то ведь для всеобщего и вечного развития Создатель именно так ставил задачу, как обеспечить вечное воспроизводство, предложим, продуктами питания или некой средой, которая является средой развития здорового, например, физического тела или вообще мира. Так вот, когда мы хотим найти следующую систему нахождения души, естественно, душа находится в том числе и там. Причем находится достаточно жестко. Правда, там позиция динамичная, то есть она там что-то делает в этой задаче. И таким образом, вообще говоря, если переходить на уровень логического мышления, то ясно, что можно самостоятельно найти достаточно много позиций присутствия души, которые вообще следуют из необходимости. Необходимости функциональности организма, как я сказал, организации всего мира и так далее. Каждый из нас может вполне свободно найти в свободное время другие позиции. Их можно находить, в принципе, на самом деле, даже бесконечно. То есть мы приходим на логике к бесконечному распространению души вообще по задачам, кстати говоря, даже элементарного действия. То есть, ведь я говорю о своей системе спасения гармоничного развития, по моему учению, что мы должны предотвратить за счет своего сознания возможную глобальную катастрофу, но ведь это вообще говоря, самый необходимый шаг для следующего действия. Ничего там такого особого в плане придуманного и нет, ведь мы должны это сделать, потому что это необходимо. Это просто адекватная реакция на реальность. Есть возможность системы глобального уничтожения. Следовательно, следующее действие должно быть такое, именно в таком плане, чтобы сделать неэффективно ее реализацию. И при этом, если мы исходим от уровня, что любой объект существует сам по себе, то при условии, что техника не всегда хорошо работает, как вообще сработает техника, не запустятся ли ядерные ракеты, это тоже процесс состояния мира, вообще говоря. Так вот, состояние мира и состояние души – это соотносимые понятия. То есть, если вы имеете спокойное состояние души, как правило, в мире нет угрожающих именно всему миру каких-то структур. Вот обратите внимание, то есть, предложим, не происходит чего-то, чтобы могло уничтожить вообще, того же Землю или вообще весь мир. То есть, если вы имеете состояние, которое направлено на действие в мире, то тогда надо что-то делать, где-то нужно помочь. На самом деле, я сейчас рассказал о механизме диагностическом, то есть вообще как выявить точку в мире, где нужно помочь. Предложим, мы на следующий месяц берем и рассмотрим две конкретные страны, Великобритания, Франция, и делаем так, чтобы в этих странах не произошли экологические катастрофы. Хорошо, мы сделали действие за счет, предположим, просто перевода цвета. Зеленый перевели в синий, и в момент перевода, действие перевода взяли, так как мы смогли перевести один цвет в другой, за счет состояния души причем. И при этом, может быть, не углубляясь, как работает состояние, просто за счет состояния. Взяли, выделили элемент свечения перевода, например, в виде серебристо-светлого, такого цвета серебристо-белого, и накрыли эти две страны. И мы получили управление, которое вообще соотносимо к управлению со всем миром. И тогда душа, она спокойнее реагирует на следующую реальность, например, на этот месяц. То есть стараться выбрать элемент который где-то распознается как элемент, с которым надо работать, это есть также состояние, которое соотносимо с состоянием мира. Так вот, когда, например, я диагностирую, предположим, самолет, перевозящий ядерные какие-то структуры, который не должен, вообще ни при каких условиях не должен упасть на какой-то территории. Задача достаточно такая жесткая, конкретная, или
даже единый самолет, когда речь идет вообще об одной диагностике, то ясно, что речь идет о том, что вообще не должен упасть даже один человек. Если проложен подконтрольный самолет, есть там договора, и они подчинятся, они там сменят или маршрут, или не взлетят, да, то здесь получается, что система ответственности, что там ядерная боеголовка, что один человек, это на самом деле одно и то же. Хоть даже один котенок, да, например. И ведь если вы берете ответственность за диагностику, то, вообще говоря, ответственность на вас возлагается полная. И вот состояние души, которое регламентирует как бы то, что вы делаете какое-то действие, это принцип полной ответственности за всю окружающую реальность. То есть почему душа имеет бесконечный вход? Потому что на самом деле она отвечает за всю внешнюю реальность, перед Создателем фактически. И когда вы, ну и перед, например, конечно, вашими задачами, да, перед собой. Когда вы, например, ставите вопрос, как вот душа, ну, имеющая, например, такой фактор, как первичность вашей самоорганизации, как она вообще может отвечать перед самой собой? То есть перед чем отвечать? Тогда возникает следующий, конечно, вопрос, что, ну, например, вы личность, которая имеет какие-то спектры свободы действий, вы отвечаете перед собой, ну да, перед физическим телом, там есть социальные законы, да, понятно. В конце концов вы говорите, вот там душа несет ответственность. А вот когда мы ставим вопрос, а как душа отвечает перед собой? Это первичный уровень, который создан Создателем. Так вот, когда мы говорим о том, что да, душа отвечает перед Создателем, это понятно. Ну а как она отвечает технологически перед собой? Ведь принцип ответственности, он дает и действие. Если вы хотите, ну, вести машину, там, например, ответственно, да, вы там изучаете правила там, дорожного движения или учитесь лучше ездить. Ответственность как бы объективизирована всегда. И вот когда вы, например, ставите вопрос для задачи всеобщего спасения, в чем состоит ответственность, то вы видите, что, ну, прежде всего, это такое самое необходимое ваше естественное действие ответственной души. То есть ответственность – это естественное состояние фактически как бы на уровне сердца. То есть, обратите внимание, я дал конкретные координаты. Это уровень сердца. И когда вы, например, начинаете воспринимать отсюда ответственность души перед собой, то вы видите, как тело начинает самоорганизовываться. И вот почему вы делаете следующее движение, почему вы читаете газету именно в этот момент, да, или почему сейчас слушаете там, вот этот текущий семинар сегодняшний. И когда вы видите вот в проникновенном состоянии души, почему именно происходит сейчас именно так, то вы видите душой. Вот когда вы видите душой, ваша позиция, она практически неуязвима в этот момент. Но он бывает часто небольшим, там, миллисекунды. Если удается растянуть там до пары минут, это уже считается большим счастьем. Многие за десятилетия часто не растягивают там больше, чем 5 минут, если исходить из этой технологии. Но когда вы, например, начинаете технологию увеличивать, какая разница? Вы хоть час находитесь в этом состоянии. Главное знать вообще, где находиться. Так вот, следующий уровень управления – это знать, где находиться. И вот когда вы знаете, где находиться, то вы находите фактически еще одну точку реализации и присутствия души. И вот здесь, через уровень ответственности, вы начинаете делать управление состоянием души. Управление, идущее через ответственность как бы за все окружающее фактически. И достаточно, кстати, логически простая мысль на самом деле, ну, к которой я пришел другим путем. За счет задачи всеобщего спасения, работая как, ну, как бы, проводя информацию через структуру реализации души словами или там через действие духа, да? То есть не только через логическую фазу информации. И когда вы начинаете видеть, что словами можно говорить через разные, ну, фактически проявления одного действия, то есть чтобы спасти всех, можно работать душой, духом, сознанием, телом, или в конце концов позвонить по телефону, совместив все эти действия. И сказать, что в каком-то реакторе там проблемы, и проблему снимут. Но ведь задача не просто сделать разовое действие, а вообще сделать так, чтобы на все там времена вечные закладывала система бесконечного реального развития, именно гармоничного, созидательного от Создателя. Следовательно, каждое действие должно быть понятным.
И вот почему я стараюсь углубляться в разные системы именно проявления, потому что чем больше набирается опыта, чем больше набирается фактического действия, направленного на реализацию управления, то тем больше мы имеем на самом деле точности в управлении. То есть количество материала перерастает вообще, как обычно в практике принято, в конкретную методологию управления. Поэтому, если вы сейчас сделаете именно конкретное управление по своим задачам из совокупного материала только с сегодняшней части семинара, вот то, что я прослушал, берете и как бы сразу применяете на управление по своим личным задачам. Просто сразу. Вот я поставил задачу сразу, как обычно, да, в реальной жизни происходит. Делаете управление прямо сейчас. Вы посмотрите, что задача всеобщего спасения, она сделана. Кстати говоря, уже до вас и создателем сделана. Другой вопрос, что вы должны это уметь сами сделать. По моему учению, каждый должен уметь спасти, если нужно, и весь мир в том числе. И в связи с этим получается, что сделали управление, при этом вы должны быть объективны и опять ответственны перед действием, потому что ваше действие, оно всем понятно, и тем более вы занимаетесь спасением всех. Лучше, если вы делаете точно, как бы быстро, понятно и распространяете максимально быстро или там бесконечно. Поэтому следующий уровень состояния души, причем это уровень, когда вы уже управляете состоянием, это уровень распространения информации либо конкретному даже одному лицу, в общем-то, так тоже можно, если очень точно получает только один человек, это уже очень много значит для реальности, для всего мира, или же для всех. И вот когда мы говорим «или же», мы видим, что вообще говоря, научить, например, всех там, спасать или одного, вообще говоря, это одно и то же, по сути, вот, по количеству действий, по количеству управления. И поэтому возникает вопрос только в том, чтобы суметь разграничить, что ли, по оптическим фракциям восприятия, либо первый элемент, второй, третий. Пусть первый будет какой-то сложный, предположим, элемент, второй будет элемент, предложим, менее сложный. Ведь речь идет даже не по уровню сложности, а просто-навсего, когда вы в состоянии, именно в спокойном состоянии всеобщего спасения, зная, что вы обязательно спасете, продвигаетесь дальше. Это вот, вообще говоря, элемент продвижения, элемент следующего движения. При очень активной скорости развития часто элемент движения не рассматривается. То есть, положим, человек занимается управлением и настолько высокую скорость набирает, что он потом не ощущает движения. И возникает вопрос вообще, в чем тогда структура его развития. Ну вот мир не разрушается, он и не разрушится, кстати. Дальше, значит, мы должны, предположим, делать что-то, чтобы, если в обычной работе человек учится писать, со временем он видит, что он там больше пишет, да? Как здесь установить динамику? Так вот, динамика состояния знающего, душа, которая знает. Ведь есть состояние покоя, где есть максимальное действие, но при этом вы знаете, что фактически все спасены. И это действие заключается в том, чтобы, например, просто, может быть, или контролировать, или находиться в состоянии управляемого отдыха. Почему управляемый? Потому что пока существует система глобального уничтожения, хотя бы воспроизведенная интеллектуальным уровнем человека, типа химического, бактериологического, ядерного оружия и тому подобных систем глобального уничтожения, говорить о том, что можно, например, просто отдыхать, можно достаточно условно. То есть, да, можно создавать условия для отдыха, которые, в общем-то, можно так сказать, вот делается управление, которое называется отдыхом. При этом где-то не должно что-то взорваться, это контролируется, и тогда вы входите в промежуток, который называете отдых. Но если говорить о том, что есть реальный, да, отдых, то ведь существует масса других систем, галактик и так далее. Хорошо, со временем будет исключен уровень, когда люди сами себя могут уничтожить за счет систем глобального уничтожения. Но где, предположим, гарантия, да, что некое космическое большое тело не будет направлено в сторону Земли? Следовательно, уровень отдыха, уровень спокойной работы, это уровень, на самом деле, состояния полного контроля за всей окружающей реальностью. И когда вы начинаете вот в такое состояние попадать, это есть контролируемый и уже, вообще говоря, управляемый отдых переходит, вообще говоря, можно назвать как отдых
души фактически, то есть отдых действия души, да, отдых действия души, то вы видите, что естественное проявление действий человека – это в том числе и то, что душа находится в наиболее естественном состоянии, где есть система полного контроля за реальностью. Ведь если логически разобраться, человек, любой причем, совершая какое-то действие, мир при этом не разрушается, следовательно, человек же принял участие в своем обычном действии. И вот когда вы делаете свои действия, при этом осознавая, где происходит вот эта взаимосвязь, в каком вообще месте возле физического тела. Здесь я уже говорю именно о конкретном месте возле своего физического тела. То тогда вы начинаете видеть, что именно это действие, которое, например, возле вас, оно и есть действие, которое, в общем-то, является как бы источником информации для того, что делать дальше. Да? То есть, предположим, я там диагностирую какой-то самолет, не обязательно, конечно, что именно здесь находится вот там какая-то структура, которая информацию передает, но когда я говорю, что откуда как бы оптика, да, самой информации идет, где вообще светится этот блок, который, например, говорит про дефект самолета, или о каком-то заболевании, как вот вообще его излечить. То есть речь идет о том, что это может находиться, конечно, и в любом другом месте, но вот само понятие действия следующего, действия такого, как Создатель показывает по задаче всеобщего спасения, вот это вот понятие находится в структуре, вообще говоря, логически организации действий. То есть мы должны сначала действие организовать, которое нам нужно, да, потом управлять. Предположим, если диагностируется реальность, и вдруг какие-то элементы как бы не нормированы, сначала надо нормировать, потом привести в норму и получать, что там норма, то есть там нет проблем. Ведь наша задача не выявление, а сделать так, чтобы не допустить проблем. В связи с этим получается, что даже на уровне изначальном, да, как бы управления информацией, мы вынуждены делать управление как бы первичным источником. Предположим, понять такое, вот есть первичная некая информация, и если мы там умеем как бы диагностировать, то можем, может быть, там что-то зафиксировать, но ведь задача же управленца не зафиксировать, вообще говоря, положительное. А для этого нужно внести поправку в информацию, с которой вы получаете информацию. Так вот, получается, что состояние души по предварительному действию, что есть будущее, да? Действие предварительное действие души, рассмотрев будущее как предварительное действие души, мы можем сказать, что из будущего к нам распространяется, скажем так, сигнал бесконечно развитой вашей же души, кстати. И получается, что если мы, например, можем регулировать состояние в плане отсутствия там макрокатастроф или вообще каких-то любых даже локальных катастроф, вообще просто, чтобы было идеально, например, норма, в идеале, тогда получается, что мы можем фактически состояние души определенной структуры будущего зафиксировать в норме, и при этом это и есть, вообще говоря, вечное гармоничное развитие, когда мы точно контролируем всю ситуацию впереди. Тогда получается, что вот контроль ситуации, он упирается, вот когда вы дальше смотрите, например, дальше, чем будущее. Давайте так, душой же можно смотреть другими терминами. И посмотрев дальше, чем будущее, вы видите, что все это упирается в абсолютную свободу воли человека. То есть, когда вы переходите в структуру будущего, то абсолютная свобода воли, то человек имеет полное выражение там, есть, естественно, в созидательном плане. То есть он свободен, бесконечно там развит и может развиваться вечно. Так вот, когда вы смотрите дальше, то видите, вот, что вы, именно вы, скажем, такими и являетесь, таким и являетесь, человек, да, такой, таким и являетесь, потому что впереди, дальше, да, как бы дальше даже, чем будущее, смотрите все время в эту точку. Впереди все счастливы, все лучше уже знают технологии там, по вечному развитию, все живут вечно. И вот изначально получается, что физическое тело создано и адаптировано к будущему, потому что впереди есть именно этот элемент. Так вот, дальше, чем будущее, вы попадаете вообще на самом деле к тому, как действует ваше физическое тело. В следующую секунду опять я возвращаюсь к этой задаче.
А почему дальше? Ну, ясно, что вы же, ну, будущее как бы это временной интервал, да, оно течет, но вы же, получается, находитесь формально вне него, как бы, потому что вы действуете как-то по-своему, а будущее, оно и, в общем-то, как бы становится уже прошлым. Тогда возникает вопрос, а чем вообще вы двигаете структуру будущего? Как вообще вы берете и вот протягиваете, да, мимо себя события, если уже исходите из задач всеобщего управления? Так вот, состояние души, определенное местом, значит, именно стыковки как бы структуры будущего с физическим телом человека, это есть та структура, которая абсолютно точно может показать, что структуры деструкции как таковой не существует. Если вот, например, мы поставим вопрос вообще, откуда берется действие деструкции, то стоит только, ну, например, есть управляемый эскалатор, да? Если на него встать и очень хорошо зарезервировать его устойчивость, он явно не упадет, и все равно куда-то там провезет в будущее. Так вот, если говорить об управлении реальностью с точки зрения процессов будущего, вы знаете, что можно сжимать элементы, ну, предположим, там, влечение, там можно какой-то процесс просто приостановить, и моментально происходит извлечение, просто потому что какой-то процесс приостановлен, как бы организм проехал просто как бы дальше. И получается, что если вы работаете элементами, например, связанными с тем, как распространить вообще состояние на контроль за будущим, то лучше всего действовать через логические постулаты. Например, область, где деструкция абсолютно не существует. Хотя я до сих пор сказал, что эта точка найденная. И как бы совмещая найденную точку как бы с логическим уровнем, мы получаем снова, ну, например, там, свое здоровое физическое тело, всех других, и переходим в общество, там, например, там, вечно живущих. То есть все вечно живут, они радуются. Мы видим, что выход из этого состояния, как бы, когда вы смотрите структуры внешнего наблюдателя, да, организовывают все другие элементы реальности. Через эту структуру можно видеть, как организовываются все другие элементы реальности. И когда вы это видите, ясно, что на них можно влиять. Ну, предположим, как организовывается камень. Ну, взяли, подошли, какой-то там крантик подкрутили, камень по-другому, да, организовался. Хотите, чтобы не свалилась там какая-то лавина, да, с гор? Посмотрите, очень простая практика. Выйти в структуру вечно живучих, как бы выйти из этой информации как внешний наблюдатель, и посмотреть, вот что сделать, чтобы камень не свалился там с гор. Где его организацию как бы привинтить, чтобы он там больше закрепился, да? И так далее. То есть смысл управления внешней реальностью в данном случае заключается в том, что состояние души, находящееся в структуре вне будущего, но соприкасающееся в одной точке, причем физического тела, дает возможность при этом очень точно управлять всей внешней реальностью на достаточно простых логических постулатах. Если вы начинаете, предположим, ну, заниматься управлением на каких-то элементах там, личных действий, то ведь если выйти за структуру, где существует, ну, там, например, выйти туда, где нет деструкции, да, то любое ваше действие позитивно, созидательно. Зачем искать эту информацию? Ведь есть один из элементов действий, который говорит о том, что просто давайте идти созидательно и как бы не стыковаться с информацией деструкции, и все. Как бы, но это не путь как бы ухода, да, как таковой от информации, потому что есть элемент борьбы, надо, нет проблем, мы все равно же победим в любом случае. То есть, но как бы терять время, да, на вот потасовку там, проще, например, сделать действие, направленное на то, чтобы выйти с нужной скоростью в нужное место. И для этого получается, что существует следующая задача, которая обозначена как состояние отсутствия, например, вообще говоря, информации о деструктивной среде. Это, в общем-то, логически понятно, что это специальное состояние. И, например, если я диагностирую, там, ну, предложим, там, 75 самолетов, кстати, вот первый самый, который работу проводил, сразу же, как только начал, у меня было где-то порядка 70 самолетов. Это каждый самолет, например, да, если просматривать, ну, предложим, там, секунду, да, уже 70 секунд, минуты я должен где-то тратить, больше. И получается, что как бы, а представьте, задача стоит в диагностике с принципом полной ответственности, ведь по сути все равно, так или иначе, ответственность она всегда существует перед элементами внешней реальности. Там, если нет с какой-то системой договоров, и они вам не подчинены,
то все равно надо находить путь, да, для регулирования системы. Получается, что как вообще все элементы вписать в структуру положительных событий, которые вот на вас течет. Ну, вот, предложим, там, сравнить с тем, что смотрите телевизор и все время положительные события. Отрицательно там стоит некий как бы фильтр, он их просто берет и выбрасывает. Вот смысл этого фильтра в чем в данном случае заключается? Как не зафиксировать отрицательный статус? Так вот, чтобы не зафиксировать данный отрицательный статус, здесь оказывается достаточно, вообще говоря, очень простого действия. Опять, если возвращаясь к элементу перевода там одной формы в другой, скажем, цвет в цвет или там формы в форму, так вот, если переводить структуру восприятия из уровня восприятия человека в уровень другой формы, например, взять и просмотреть, каким образом на восприятии выглядит человек, вообще универсальный или какой-то конкретный, и как выглядит, ну, предположим, тот же камень, который там не должен упасть с горы, да? Так вот, если проводить действие только через человека, то есть сначала высветить человека, а потом переходить к камню, к этому свечению, камень, он не упадет на этого конкретного человека. Ну, просто, может быть, вообще не упадет ниоткуда. То есть, и как бы вот действие перехода от человека к любому другому элементу реальности сразу же объективизирует среду в структуру отсутствия как бы реструктивных, ну, там, отрицательных или деструктивных элементов. Поэтому получается, что действие человека, опять, да, мы пришли обратно же к очень простой мысли, на самом деле, к постулату, фактически, к факту, что тело человека дает абсолютное управление в плане, если идти от тела к какому-то объекту информации. Ну, предложим простой пример управления. Хотите как бы нормировать действия впереди или вообще излечить, да? Взяли, зафиксировали сначала свечение тела, перевели структуру души как элемент свечения, и вы получите действие реальностью. В чем разница между мышлением и реальностью? В том, что в данном случае высветить тело вы можете высветить просто собственной душой. При этом вы можете перевести душу, восприятие души в структуру собственного воображения, то есть в систему восприятия. Потому что получается, что душа сама организовывает восприятие. Она сама неуязвима, следовательно, логически вы попадаете в зону неуязвимости. И структуру эту можно периодически использовать, ну там в случае каких-то там, предположим, где-то видите, если аварийную ситуацию, можно сразу же ввести просто эту мыслеформу, видите, что аварии, как правило, вот я, например, когда применяю, не случается. И при этом, это может быть в будущем, да, самолет, чтобы конкретный там, постараться, чтобы он там приземлился нормально и так далее. И все же понятие вот действия или там постараться действовать заключается в том, что все зависит от силы и времени. Если работать долго, то, как правило, любое действие может довести до нормы. Все зависит от количества работ. Поэтому задача, я считаю, наша суметь довести, вообще говоря, управление по всеобщему спасению до такого уровня, чтобы за счет развития управления любое действие не приводило, например, там, к деструкции, в том числе, предположим, там, к биологической смерти и так далее. И если довести это до уровня всеобщего развития и просто взять и как бы отсоединить этот контакт, да, деструктивной информации, то ясно, что человек не умирает тогда. Просто потому, что эти люди в этой среде живут. Они живут, у них нет других вообще понятий. Они просто поставили цели и в этой среде воспроизводятся. Получается, что такое развитие людей, такое развитие мира, оно начинает раздвигать внешнюю реальность. Ну, например, почему возникает вопрос, так много пространства, да, вокруг, где следующие люди, где вообще следующие элементы проявления жизни. Так вот, следующие элементы проявления, они заключены прежде всего в реализации самих людей. Если мы так реализуем свое собственное развитие, то мы можем сами строить бесконечное количество проявлений. И вот это вот внешнее, идущее к нам будущее, будет управляемым. Ведь мы же ставим задачу управляемости внешней системы. Смысл нам как бы встречаться с какими-то, предположим, там, деструктивными элементами будущего развития. Ну, есть же там какие-то фильмы про инопланетян деструктивного плана. Ну, как бы нет смысла сталкиваться с таким типом реальности, пусть даже это фантазия. И, следовательно, при вечном развитии стоит вопрос именно положительного течения будущих событий. Так вот, состояние души, которое исключает структуру деструктивного плана, то есть не контачит. Может быть, даже логически, чтобы просто не тратить времени.
И следующий элемент, что будущее потому к нам такое, потому что мы так развиваемся. Чем интенсивнее мы развиваемся в ту сторону как бы будущего позитивно и исключая какие-то негативные характеристики, тем интенсивнее будущее к нам развивается также позитивно. Но предложим физический факт. Чем быстрее бегун на короткие дистанции набирает скорость, тем он быстрее прибегает к финишу, который его ждет в виде победы, например. Сопоставление такое несколько абстрактное с физической реальностью. То есть, если вы, предположим, набираете именно ту заданную скорость в нужной точке, то вы, естественно, приходите через всеобщее спасение к следующему элементу будущего развития, который управляем. Так вот, когда вы начинаете заниматься управлением будущим, возникает вопрос, столько делалось в прошлом, да, тогда для чего это делалось и так далее. Так вот, будущее имеет такую практику, как сворачиваемость оптической фазы будущих процессов. Если вы как бы будущее подминаете под себя, да, ставите управление душой над структурой будущего, то оно начинает как бы подворачиваться в оптике. А в оптике это все равно, что так реально есть. Чем больше вы сконцентрировали будущее, чем больше подвернули, тем оно управляемо. Чем меньше объем, да, тем проще управлять. А проще управлять вообще как бы единичным сигналом, который просто полностью адекватен импульсу, который вы проводите. Так вот, перевод в структуру прошлого, то есть использование наиболее развитого созидательного опыта в направлении каких-то действий, позволяет создавать в том числе конкретные технологии. Например, предположим, есть преодоление пространства, да, самолет, ракеты и так далее. По сути, используя технологии и проводя структуры вот эти вот как бы подворачивания будущих процессов, где душа развита, раскрыта и свободна. Вот критерии. Как нам вообще заниматься будущим, как вообще строить будущее технологически точно, чтобы оно было неуничтожительным, да, для цивилизации. А для этого мы должны очень четкий сигнал свободы души прослеживать. Когда душа свободна и как бы раскрепощена, открыта, то, соответственно, мы имеем абсолютно управляемое будущее. Строим любые технологии тогда не уничтожают человека. Используют, вложим текущий опыт. Да? Так вот, постарайтесь сейчас сделать тренинг, который обозначен следующим. Из состояния свободы души, когда вы абсолютно, кому как нравится, на рыбалке или на отдыхе, где, например, я могу представить рыбалку, предположим. Хотя давно не рыбачил. Но как бы здесь ситуация же не в том, чтобы поймать, да, рыбу можно поймать и выпустить, как вот сейчас заведено в некоторых местах. Вопрос в том, что есть некое состояние, пусть оно даже будет небольшим, вы находите состояние свободы, и при этом вы через состояние свободы начинаете видеть, как происходит нормальное складывание событий фактически, лично ваших. Потом, кстати, здесь даже не надо ставить мысль, всеобщее спасение, само собой, ваши события, раз нормально, значит, нет глобального уничтожения. Как бы в этой среде это очень явно видно, как в прозрачной воде, так скажем, да. Старайтесь, если не вода, то воздух. То есть очень прозрачно видеть, что в естественном состоянии души, которое находится в будущем свободно, и вы получаете сигнал здесь, ваше событие позитивно. То есть, что вы хотите, вы добиваетесь. При этом именно сейчас, именно своих целей. Не исключайте, не ходите там пока по общим, конкретно лично свои. И делаем такое управление, я работаю вместе с вами. Когда вы работаете в таком управлении, ваша норма – это естественное состояние. То есть то, что вы ставите в виде задачи нормы, это и есть естественное состояние. То есть там не нужно прикладывать специальные системы управления, там надо просто выделить, что сигнал, который идет в виде достижения управления, это и есть естественное состояние. По возможности именно так и еще раз с этим добавлением проуправляете. Ведь норма это естественно. По задаче от создателя вообще должно быть все нормально. Поэтому старайтесь видеть сигнал, где в этом состоянии идет уровень знания создателя. Проуправляя таким образом, постарайтесь в будущем, например, при просмотре, предположим, видеоматериала или читая текст, постарайтесь видеть, где каждый следующий раз вы добавляете опыт управления, то есть куда вы докладываете специфику уже пройденных элементов управления и что вообще является опытом, например, позитивным. Предложим,
есть задача спасти всех, да, можно там продемонстрировать, предположим, 1000 самолетов, они не упали, да, или спасти там ядерный реактор, но в следующий раз, каждый следующий раз там ситуация другая в реальности. И поэтому вот где находится в духе, где вот в состоянии фактически духа находится то, что определяет обязательно следующего управления, даже если вы не делаете активные фазы. То есть достаточно же знать, например, такую истину, ну вот на один раз вы сделали управление, хотя бы один раз, четко оно осуществилось, постарайтесь запомнить. Кстати, запомнить это тоже специальная задача, потому что всегда существует фактор будущих событий, который говорит о том, что насколько данное управление эффективно в следующий раз, да? Так вот, если вы запомнили, вы на какое-то время находитесь в устойчивой позиции, которая говорит о том, что вы смогли сделать управление. И вот эта устойчивая позиция, это есть самая максимальная концентрация фактически элемента будущего в элементе прошлого, в восприятии вашей души. Я ввел такой термин, как восприятие души. Вы здесь воспринимаете уже душой в этой системе. И когда вы начинаете, например, видеть этот импульс, то здесь прошлое соединено с будущим. И вот это соединение, опять вы видите уже лично свое физическое тело. При этом в элементе восприятия, соединения прошлого с будущим. Логически так и есть. Вы же воспринимаете физическим телом элементы течения там, времени, например. Ясно, что это ваше физическое тело, но здесь я его показал через восприятие души. И вот когда вы воспринимаете душой, то душа, которая значит, соотносится с духом, с состоянием духа, да, есть, например, там, столб света, который соответствует душе. Можно так воспринимать справа. Можно рассмотреть, что где-то слева, там бесконечно, есть свет, соответствующий духу. Так вот, соединение света, души и духа опять есть построение вашего тела, построение движения тела. То есть, если мы ставим задачу мысленно там, пройти куда-то, в конкретный магазин или в конкретное место, то мысль же где-то находится в будущем, именно в будущем элементе. Так вот, вот это вот где-то, если мы берем структуру души, причем соответствующую будущему, и духа, который, вообще говоря, развит в динамике в будущем, то соединение, граничное соединение, это есть там, где находится то, что вы себе планируете именно в структуре будущих действий. При этом это только лишь с точки зрения управления состоянием души. Это один из методов. В этом методе это находится здесь. И тогда вы можете очень четко увидеть, насколько этот элемент соотносится с элементом всеобщего спасения. Вот, предложим передо мной информацию всеобщего спасения. Здесь, например, информация такого плана, вот, ну, сейчас вот, кстати, вот после уже семинара я там буду вручать удостоверение добровольцев. Вот это, например, да, действие добровольцев по распространению моего учения. Дальше я рассматриваю, предположим, для задачи всеобщего спасения, вот вообще какое должно быть действие. Вот есть макроспасение. Я просто-навсего с макроспасения засвечиваю волевым усилием сигнал, да, ясно, что я тогда усиливаю действие, например, который окажет каждый доброволец там, по реальному спасению всех, там, в будущем, например, или сейчас. То есть получается, что я могу сделать, предложим, систему управления, также вы можете сделать с любым своим событием. Главное, чтобы событие, которое вы достигаете, было направлено лучше всего наиболее эффективно на спасение всех. Тогда вы, получается, вкладываете как бы в общую копилку. Так вот, как я сказал, есть копилка как бы предварительная, да, в кавычках. Отсюда общая копилка как бы знаний вот этих вот позитивных. Так вот, текущее время – это и совокупная система ну, знаний, информации, именно та система, которая фактически настолько максимально развита, что так же, как и Создатель, она существует всегда. Вот найдите в своем организме, в своем теле, там, в своей личности структуру, которая вообще всегда существует. Ну, как правило, там начинаются поиски с района сердца, там выше поднимаются, да? Хорошо, нашли какую-то позицию, и посмотрите, хорошо, если есть, а, кстати, действительно есть, это прямо в физическом теле, значит, если есть хотя бы одна такая позиция, то какие там существуют дальше вопросы, следовательно, ее можно развить. Как бы, ну, предположим,
человек, который хочет накачать мышцы, если он смог одну там мышцу накачать, он может, в принципе, вообще во всем организме накачать, если есть у него время. Или там, предположим, начал заниматься человек там карате, да, вот он начал, что-то получилось. Карате, кстати, это строго оборонительная система, вот в философском понимании. И поэтому, если там такой тип как бы борьбы вроде бы, да, действие, развитие жизни как некое активное действие, но если мы как бы это действие выводим на уровень сопоставимо, соотносительного действия, то мы видим, как вообще соотносятся другие элементы в нашем восприятии. Как вообще вот мы проходим там по тротуару, идем в магазин или куда-то едем в конкретное место, как соотносятся эти явления с нами. Вот состояние души, соотносимое с вашим действием, с действием души, с развитием души по задачам. И здесь мы понимаем, что есть задачи души, которые реализуются в ваших конкретных действиях. Для чего-то вы с точки зрения души там находитесь, вот в этом конкретном месте. И вот это вот называется проникновенность, где душа проникает в структуру будущих событий. И причем в вашем личном действии. Ваше личное действие и действие души – это одно и то же. Когда вы научитесь делать так, это, кстати, достаточно емкая и несколько усложненная технология, но когда вы, например, для, может быть, ряда только задач, не обязательно это там, все задачи, да, я же учу действовать как, именно множеством количеством как, методов, как правило, чем больше, тем лучше. Но когда вы действие души выводите на уровень именно действия целевого, там, личности, народа, например, вообще цивилизации, вообще мира, то вы получаете, что Создатель, Он присутствует в вас в виде того, что вы получаете, ну, просто как бы абсолютно чистые знания, что ли, в направлении следующем. И вот эта система абсолютно чистых, так называемых, ну, в общем-то, действительно просто чистых знаний, это есть то, что вы делаете на самом деле повседневно. Вот, чтобы что-то делать повседневно, надо же иметь вот, обязательно какие-то знания, что-то надо делать, и как, и почему. И вот это вот место присутствия фактически знаний в вашем действии, выделенное в виде динамики, кстати, можно, например, развитие духа в виде какого-то цвета, это есть то, что объединяет, вот вообще говоря, всех, объединяет вас, объединяет какие-то соотносимые явления с вашими действиями, ну, предложим, там, какая-то покупка, какое-то действие по всеобщему спасению. И вот этот объединительный принцип, то есть, если рассмотреть, в любом элементе реальности есть объединительный принцип. Что объединяет нас всех вот, по всем критериям? Постарайтесь сделать управление, когда вы через этот элемент объединения находите себя, и, например, себя полностью восстанавливаете в плане там, следующего действия, не логическим путем, там, не потому что вот вы проговариваете фразу, вот сейчас вы там, пойдете туда-то и сделаете то, а делаете, потому что вы делаете так, как если душа и тело это было бы одно и то же. То есть проработаете в том состоянии именно свои личные задачи. Вот когда душа и тело одно и то же. Тогда абсолютно четко, кстати, становится понятно вообще, почему какая-то конкретная проблема существует, вот почему она стоит, в чем необходимо действие для решения этой проблемы. Вот суть состояния души, выявляющей точную картину происходящего. Это одна из точек вашего восприятия, где всегда фиксировано состояние души. И это, кстати, может дать очень серьезные ответы, практически, если эту технологию, ну, в общем-то, использовать. Например, я использовал в диагностике тех, когда точно нельзя было, чтобы упал самолет, например, и действительно, вплоть до мельчайших каких-то там дефектов, абсолютно все можно найти. То есть, когда вы видите, ну, задача ведь вообще найти 100% с точки зрения процентов, так называемых, именно, что самолет сам главное, там, например, да, не упал, или событие не произошло отрицательно, или он восстановился, там, человек обязательно. Вот обязательность действия – это точные координаты, которые распознаются душой. И поэтому, когда вы уже распознаете сначала душой, дальше, в общем-то, в принципе, просто технически остается действие. Ну, что-то совершить на физическом плане, там, например, там, позвонить или ну, там, что-то съесть, да? Или же, предположим, вообще задаться вопросом, вот, как сделать там, еду такой, чтобы там, например, можно было
там, меньше деструктивных явлений, как вообще человек должен развиваться бесконечно, как он должен развивать внешнюю среду. Просто, кстати, посмотрите, можно поставить вопрос в этом состоянии, решить что-то для макроуровня развития, и вопрос такой, что у вас очень много быстро решится. У вас позитивно сложится будущий уровень, потому что вы решили для других, ну вообще для цивилизации, например. Как делать, как бы технологию, поняли технологию. Дальше вы видите, что понятие технологии – это то, что и приводит к решению. То есть ведь вы одновременно всегда действуете. Ведь понятие – это уже действие. Получается, в фиксировании как бы первичного уровня души существует, вообще говоря, то, что воспринимаемый элемент, он уже управляем. А получается, как вообще технологически происходит управление? Ну, предположим, мы взяли и разложили на ленту. Раньше были вычислительные машины, на перфокарте пробивали последовательность событий. Как вообще разложить эти действия? Так вот, если разложить на эту ленту, то получается, что опять это уровень состояния души в будущем. И если мы берем одно состояние, например, да, в будущем, это же ваша душа, никаких проблем, вы полностью ей можете, на самом деле, с методологией действия по всеобщему спасению можете управлять. Потому что там, где всеобщее спасение, у вас управление не имеет границ по отношению как бы, к элементу реальности, на самом деле. Если, конечно, другой элемент, то там, в принципе, я работаю только на этом уровне, потому что задача очень простая и одна. Сделать так, чтобы все спаслись. И поэтому, когда мы действуем так, то состояние будущее, состояние четкой фиксации, да, это ваше собственное состояние, личное состояние. И если, кстати, просто их обозначать разными цветами и, предположим, в пространстве от физического тела в разное место расставлять, то просто двигая эти цвета, вы можете получать, например, следующий цвет и получать управление событиями, причем по макроуровню. Ну, поэтому можно провести простой тренинг. Там синий цвет чуть подальше, а светло, там синий перед вами, да? Получите в будущем, это состояние души в будущем, будущее, управление будущим, а ближе это четкая фиксация, понимание своих задач. Вот вы четко видите, в чем задача, смотрите в корень вообще, почему они существуют. То есть находите все корневые ответвления и при этом решаете, постоянно решаете задачи. Находите, обратите внимание, что когда вы решаете задачи, ведь вы постоянно тянете на себе задачу, чтобы не было глобальной катастрофы. Все равно там сдвинуть какое-то событие впереди, значит, надо сначала сделать, чтобы оно вообще произошло. И как бы, когда вы эти действия осуществили, вы можете получить, опять тот же, предложим, там, зеленый цвет, да, или там белый цвет, и зафиксировать, что там какой-то, который вам понравился цвет, это норма. Просто зафиксировать в цвете, получить сигнал в виде нормирования и все, получить устойчивый сигнал в виде того, что вы делаете дополнительный контроль, например, да, как-то в данное время нормируете еще импульс, предположим, прямым. Так вот этот прямой нормирующий импульс, как бы вторичный, да, уже после контроля, это есть мгновенное действие уже по совокупности текущего опыта. То есть, например, вот я сегодняшний семинар давал какие-то определенные технологии, которые конкретно я часто называю, но при этом мы пришли к тому, что я сказал, вот волевой уровень вторичного контроля это и есть тоже это и есть действие, которое четко фиксирует, что событие обязательно произойдет. А наша задача достигать того, чтобы точно было известно, что там ядерный реактор не взорвется, что самолет не упадет и так далее, да, что мир не будет уничтожен. Мы должны это знать точно. Вообще уметь точно это делать на самом деле. И вот эта вот точность, это совмещение духа, души и состояния.